Sahana vavatu, sahana bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavadhitamastu, ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Shri Guru Pyo Namaha Ishwararpanamastu. Hari Om Tatsat. Пришла пора записать новое видео по Веданте. Я уже настолько наслушалась, напиталась знаниями священных писаний, что пришла пора делиться. Просто невозможно это не делать. И притягиваются такие люди, которые искренние духовные искатели. И сегодня одна из учениц задавала очень глубокие, важные вопросы, которые я когда-то сама себе задавала. И я решила озвучить вот эти вопросы и ответы свои на видео, потому что я думаю, это для многих актуально. И видео я это назвала «Апарокша-гьнанам». На русский, наверное, самый близкий перевод «Мгновенное освобождение». У меня в последнее время, видимо, на каком-то этапе развития вызывает улыбку само слово мокша, освобождение, просветление и так далее. Освобождение от чего, собственно? Освобождение от неправильного понимания своей обусловленности. И вот первый вопрос, который задала мне сегодня ученица: не грустно ли вам от того, что мы снова перевоплощаемся человеком, и вот эти вот циклы сансара, перерождения, не грустно ли вам от всего этого, что вот мы снова здесь? На что я ответила: очень хороший вопрос. Именно такие вопросы души мотивируют нас к духовному поиску, к поиску смысла жизни. Разочарование, видя какую-то бессмысленность вот этого бытия, ведь все равно будет смерть, вот чего-то, смысл вообще какой? Строить какие-то отношения или дома, покупать недвижимость. Зачем это все, если все это превратится в руины и вообще и стремимся мы к освобождению, а если мы не успеем в этой жизни, что будет? На что я ответила, продолжая свой ответ, это вызывало во мне грусть до pre-Vedantic knowledge, до тех пор, пока я не соприкоснулась со знаниями Веданты и священных писаний. Вся эта тоска, грусть возникает от чего? От неправильного понимания, от невежества, как бы грубо ни звучало это слово на санскрите авидья. От того, что мы ассоциируем себя с этими обусловленными вещами, с ограниченным умом. Да, действительно это так, ум ограничен, да, насколько сейчас считается нашей наукой, насколько мы способны вообще использовать свой ум. Какие-то ограничения физического тела, да, подверженность холоду, голоду, жаре и так далее. И, конечно же, это вызывает страдания, если человек себя с этим ассоциирует. Но мы-то ведь не это тело, и не этот ум, и не эти эмоции. И на самом деле мы подступаем вот сейчас к такому высшему, можно сказать, знанию. Вот больше просто Веданта — это конец вед, анта, Веданта. Все, больше познавать нечего.
Нет, конечно, там глубины, но в целом, если ассимилировать вот то, что я скажу, а на это способны далеко не все, то это будет мгновенное освобождение. Буквально вы свободны прямо сейчас. Потому что вы не это тело, и не этот ум, и не все ограничения, с которыми вы себя ассоциируете. Великая Махавакья. Тат-твам аси. Больше нечего сказать. Ты есть то. Ты есть сам Бог, Брахман на санскрите. Это не передать словами, да, это просто само бытие. Само бытие, сознание, блаженство. И это за пределами каких-либо имен и форм. Но наш ум, привычный думать обычными своими концепциями, да, как нас приучили думать, как же, какой я Бог, какая безграничность, вот же я маленькая девочка, которую там могут обидеть, не знаю, может замерзнуть, еще что. На что Веданта дает такой ответ? Все зависит от угла зрения. Вот как мы смотрим, рассвет, да, происходит, солнце встает, мы говорим. Но мы же знаем, что не солнце встает, а вращается Земля. Каков угол зрения, да? Либо вот это то же самое, что говорить, я вот есть это тело, я это ограниченное существо, вот я же хожу по земле, ну вот она плоская, где же, какая круглая, плоская земля, но меняйте масштаб. Что такое земля? Это огромная глыба в космосе, на которой мы как-то тут передвигаемся. То же самое, такой же смех вызывает у всех более высокоразвитых существ и цивилизаций, когда мы ассоциируем себя вот с этим телом, умом, еще и умудряемся расстраиваться, что сахар в магазине закончился. Для неподготовленного ума это, конечно, шок. И Веданта дается поэтапно. Сначала рассказывается о законе кармы, о том, что у нас 5 оболочек и так далее. А я вот сразу так бух и все. Не хотелось бы привлекать внимание санитаров, я не настаиваю на своей точке зрения. Я передаю знания священных писаний, Вед и Упанишад. И ответственность и выбор принимать мнение Вед. Это, кстати, Шрадха называется, вера в священные писания. Принимать это или нет, это дело каждого, так же, как и верить, плоская земля или круглая. Никто же не видел своими глазами. И солнце, вот оно действительно встает, мы же видим это, солнце встало. Кто сказал, что земля крутится? И вот точно так же мы можем только довериться знанию святых, знанию мудрецов, которые пришли к этому освобождению, которые ведут нас по этому пути. И когда мы особенно начинаем на своем собственном опыте проживать то, что мы услышали из уст учителя, у которого, собственно, роль-то совсем небольшая, сказать готовому ученику, это качество адхикари называется, там вивека, вайраги и так далее. То есть зрелой уже душе, готовой к этому знанию сказать «Татвамаси, все, вы свободны». И наше дело уже напитываться этим знанием, вот как можно чаще слушать об этом, быть в среде себе подобных. И, как известно, каждому по вере его. И то, во что мы верим, это воплощается в нашей жизни. Это же об этом сейчас вся неоадвайта, так называемая, про воплощение желаний и так далее. Сначала сначала возродите чувство изобилия, любви внутри себя, и затем все внешнее притянется. Все учителя говорят об одном и том же. Все учителя, ну, какой наш выбор, слышать или не слышать, вот в чем вопрос. Жить привычными шаблонами, либо перестраивать свое мышление каждый день, напоминая себе о том, кто мы есть. И тогда
стираются эти концепции, васаны, жизнь играет новыми красками. И уже нет никакой грусти. Вся наша жизнь — это спланированная, как правило, и, ну, смотря какого уровня душа, воплощение для наработки определенных качеств, прохождения определенного опыта. Как недавно сказал в одном из сатсангов Садгуру, когда, например, мы просим силу, Боже, даруй мне силу. Бог ведь не посылает силу, Он посылает такую ситуацию, в которой мы можем развить эту силу. Вот и здесь. И к чему огорчаться, дитя мое? Огорчения нет огорчений. Нет вообще ничего, кроме Бога. И второй вопрос, который мне сегодня задала солнышко мое. А не грустно ли вам вот быть вот словно в заточении вот в этой оболочке, да, в физическом теле, словно в тюрьме? И опять же, тот же самый ответ я могу дать, что это только от невежества мы ассоциируем себя с этой оболочкой, ведь многие уже берут просто и выходят из тела, и описываются эти опыты, у кого-то это спонтанно происходит, и буквально путешествуют по разным мирам. То есть это прямой опыт постижения того, что мы не есть тело. Вселенная безгранична. Я вот здесь я закругляюсь.